Меня зовут Туний Евгений, петербургский скульптор. Вы сейчас видите за мной мастерскую скульптора, ну такую, в общем, можно сказать, более-менее обычную. Здесь мы с моими коллегами пытаемся что-то делать в этой области. Скульптор – это человек, который занимается определенным родом деятельности. То есть создает художественные произведения в объеме, в разных материалах – камне, бронзе, гипсе, для украшения города, либо выполняет какие-то заказы. Из каких этапов состоит работа скульптора? Как правило, все начинается с эскиза. Делается небольшая фигурка в пластилине, как правило, может быть в глине. Делается ряд эскизов. Потом выбирается лучший, и он увеличивается. Делается модель для увеличения. Небольшая фигура, но в которой уже все продумано. Каждая деталь будущего произведения уже решена. Иногда делается сразу после эскиза уже готовое произведение, в зависимости от размера. Если размер не очень большой, то обычно после эскиза приступают к изготовлению самой скульптуры. Например, в мастерской вы можете видеть вот эту скульптуру, над которой сейчас идет работа. Еще некоторых деталей здесь не хватает. Это персонаж карело-финского эпоса. Работу делает Таня Кунчукина, скульптор, и Руслан Егоров. Разные материалы используются. Сейчас это глина. Это наша пулковская глина, которая добывается в Ленинградской области. Эта глина относится к кембрийскому периоду, древняя по образованию, очень пластичная, очень хорошая, очень хорошо подходит для скульптуры. Из нее очень отлично делать разного рода модели. Сейчас делается такая скульптура. Принципиально решено, какой она будет, но работа над деталями продолжается. Это процесс. Когда работа будет завершена над скульптурой, скульптор переходит к формовке. Это изготовление формы для перевода скульптуры в твердый материал, который уже может сохраняться без каких-то особых усилий и предполагает дальнейшую работу в металле либо в камне. Чтобы сделать форму, нужно нанести специальный материал поверх глины и разобрать его потом. И в эту форму уже можно поместить что-либо иное. Допустим, гипс. В этом случае можно здесь увидеть форма, снятая с рельефа. Это был также в глине изготовлен рельеф, портретное изображение. Потом была снята форма и залит гипс. Такая гипсовая модель получилась. Чтобы изготовить бронзу, форму заливают в воск. Это воск. Форму снимают, получается такая пустотелая восковка. Приступают к изготовлению бронзы. Там сложный технологический процесс, подразумевающий еще одно снятие формы, потом заливку расплавленного металла. И в итоге воск замещается металлом. Получаются бронзовые изделия. Это тоже из серии этих скульптур, посвященных карело-финскому эпосу Полевала. Скульптура Руслана Егорова «Красавица Похила». Видно, что это гипс. Там еще остался хвостик от рогоза, листик. Он ее патинирует, покрывает краской и делает такую имитацию бронзы для выставки. Основной инструмент для лепки, который использует скульптор, это стек. Они бывают разных форм, размеров, в зависимости от размера скульптуры, часто материала. Допустим, более острый какой-то используется для проработки воска. Как-то меньше это имеет значение для глины или пластилина. В данном случае это пластилин, например. Это если вернуться к эскизу, так это делается так, эскиз. Это пластилин. Для проработки каких-то деталей, складок, используются разные формы петли, разные лекала. Они бывают разных форм. Круглые, вытянутые, разного профиля, чтобы можно было наиболее удобно моделировать объемы, складки, детали скульптуры. То, что касается скульптуры в мягком материале. Удобно, когда у тебя есть какой-то инструмент, который подходит, которым можно что-то легко сделать. Эта мраморная скульптура, такая достаточно вольная копия. Она, правда, закончена уже довольно давно, даже немножко тут запылилась. Для работы с мрамором используется другой инструмент.
Вот, наверное, сначала. Вот то, что я нашел сейчас так в мастерской. Это вот, например, шпунт называется. Шпунтом обрабатывается делается такая грубая обработка мрамора. Это вот следы от него можно вот здесь вот увидеть, такие вот сколы большие. Это вот шпунтом делается все. Выбиваются такие большие кусочки. Потом обычно обрабатывают мрамор троянкой. И троянка — это вот такой зубчатый инструмент. И вот от него остаются такие вот ровные полосочки, одинаковые, как правило. Тоже такая более тонкая обработка после шпунта ведется. И уже после троянки используются скорпели. Это похожие на стамески, остро заточенные инструменты разных форм, обычно полукруглой и плоской. И уже доводятся, какие-то тут уже плоскости выбираются, такие ровные. Вот здесь вот, например, видно. После этого обрабатывается камнями, абразивными всякими материалами, наждачными, там, прочими, специальными напильниками. И получается такая вот скульптура. Вот, кстати, здесь тоже так троянка осталась. Такие незавершенные такие места. И потом заполировывается, получается такая вот завершенная, более-менее завершенная скульптура. Сколько времени уходит на работу, например, над вот такой скульптурой? Всегда по-разному. Копия более-менее понятна, потому что у тебя уже есть готовая модель, обычно в гипсе, и ты просто ее копируешь. Что-то вносишь, какие-то изменения. Зависит от опыта работы, от предпочтения материала. Если скульптор работает в основном в мраморе, то, конечно, быстро у него получается все. Если вдруг возникла идея сделать что-то в мраморе, а до этого постоянно работаешь в другом материале, конечно, требует больше времени, больше сосредоточения, внимания. Скульптор, который постоянно работает с мрамором, наверное, за месяц сделает такую работу. Помимо инструментов еще существуют скульптурные станки. Вот, например, вот такой есть станок. Вот он так это сложилось уже в советское время, привыкли к нему скульпторы. У нас как-то используются такие станки. Вообще, обычно для небольших работ используют треногий станок, потому что к нему очень удобно подходить. Они бывают деревянные, металлические, но принцип одинаковый. Это возможность выше и ниже поднимать и вращать скульптуру на нем. Собственно, его главная функция. Также вот для каких-то побольше скульптур используют более такой надежный станок. Функция его точно такая же. У него также вращается верхняя часть станка, крышка, на которой находится скульптура, и вот ноги позволяют увеличивать либо уменьшать высоту этого станка. Если мастерская позволяет, допустим, нужно сделать какое-то животное. Был такой скульптор Клод, памятник Крылова его в Летнем саду. Он в свою мастерскую, ему приводили животных из зоопарка, и он работал непосредственно в мастерской, потому что если животному все равно, где находиться, более или менее, то для скульптора это имеет большое значение. Это большой объем всего, что нужно с собой тащить. Это материал, каркас, станок. Это проблематично куда-то с этим всем выезжать. Это так, какие-то небольшие этюды. Павел Трубецкой делал этюды. Ездил там, выезжал, например, в конюшне, еще где-то там. Ты вот начал рассказывать про памятник Крылову в Летнем саду. Скульптор барон Клод, автор конных композиций на Анненчиковом мосту. Он любил очень лошадей и также, видимо, всех остальных животных тоже. Они очень хорошо удавались, особенно лошади. Император Николай, по-моему, все-таки Николай I, сказал: вы, барон Клод, коней делаете лучше, чем жеребец. Поэтому ему заказали памятник Крылова, в творчестве которого присутствует очень много разных персонажей из мира животных. В чем главная идея этого памятника? Идея раскрыть творчество писателя, сделать такую декоративную композицию, которая бы отлично вписывалась в среду летнего сада, в природу, показать характер такой задумчивый, серьезный писателя, несмотря на такой его юмористический часто такой стиль изложения. На самом деле очень серьезные мысли заложены, и это видно и в образе писателя. Вы видели модели, точнее инструменты, которыми обрабатывают камень. Еще со времен Египта используются они в скульптуре. В Древней Греции они использовались и по сей день используются. Есть способы изготовления скульптуры, которые техника позволяет применять в наше время. В том числе
трехмерная печать, сканирование. Также часто изготавливают уже даже скульптуру в трехмерном таком формате. Бюст Чайковского, работы скульптора Горевого. Скульптор, потому что работает не руками, а головой. И при помощи чего он изготавливает скульптуру, не так важно. Важно, как он ее придумал, какую форму придумал, какую мысль заложил, это важно. А какой использовал способ изображения, это так. В каких университетах Санкт-Петербурга можно получить образование по специальности скульптура? Если говорить о высшем образовании, Художественно-промышленная академия барона Штиглица и институт имени Репина в Санкт-Петербурге, академический институт. Если среднее образование, то это средняя художественная школа при институте Репина и училище Рериха, имени Рериха. Там профессионально готовят скульпторов. В институте Герцена тоже преподается скульптура. Какими качествами должен обладать человек, выбравший скульптуру как профессию? Как говорил мой учитель, нужна свинцовая задница. Быть усидчивым, терпеливым в первую очередь, и все получится. Талант, там сколько 1% считается таланта. Усидчивость, трудоспособность, что-то получится обязательно. Все, пока. Спасибо.